Гадкий утенок. Ганс Христиан Андерсен. Хорошо было за городом. Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога. По зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски. Он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом. На солнечном припеке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой. От самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу. И вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение. Ее мало навещали. Другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с ней. Наконец, яичные скорлупки затрещали. Послышалось из них. Яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики. «Живо, живо!» — закрякала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им. Зеленый цвет полезен для глаз. «Как мир велик!» — сказали утята. Еще бы! Тут было куда просторнее, чем в скорлупе. «А вы думаете, что тут и весь мир?» — сказала мать. «Нет, он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника. Но там я отроду не бывала. Ну, все, что ли, вы тут?» И она встала. «Ах, нет, не все. Самое большое яйцо целехонько. Да скоро ли этому будет конец, право? Мне уже надоело». И она уселась опять. «Ну, как дела?» — заглянула к ней старая утка. «Да вот, еще одно яйцо остается», — сказала молодая утка. Сижу, а все толку нет. Но посмотри-ка на других, просто прелесть, ужасно похожа на отца. А он-то негодный и не навестил меня ни разу». «Постой-ка, я взгляну на яйцо», — сказала старая утка. «Может, статься, это индюшечье яйцо. Меня тоже надули раз. Ну и маялась же я, как вывел индюшат. Они ведь страсть боятся воды. Уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду. Не идут, да и конец. Дай мне взглянуть на яйцо». «Ну, так и есть. Индюшечье. Брось-ка его, да ступай, учи других плавать». «Посижу уж еще», — сказала молодая утка. «Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко». «Как угодно», — сказала старая утка и ушла. Наконец затрещала скорлупка из самого большого яйца. И оттуда вывалился огромный, некрасивый птенец. Утка оглядела его. «Ужасно велик», — сказала она. «И совсем не похож на остальных. Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает. Хоть бы мне пришлось толкнуть его туда силой». На другой день погода стояла чудесная. Зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бултых, и утка очутилась в воде.
За мной! Живо!» Позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду. Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали. Некрасивый серый утенок не отставал от других. «Какой же это индюшонок?» — сказала утка. «Ишь, как славно гребет лапками, как прямо держится. Нет, это мой собственный сын. Да, он вовсе и не дурен. Как посмотришь на него хорошенько. Ну, живо, живо за мной. Я сейчас введу вас в общество. Мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас. Да берегитесь кошек». Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки, что тут был за шум и гам? Две семьи дрались из-за одной угриной головки. И в конце концов она досталась кошке. «Вот как идут дела на белом свете», — сказала утка и облизнула язычком клюв. Ей тоже хотелось отведать угриной головки. «Ну, шевелите лапками», — сказала она утятам. «Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь знатнее всех. Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее. По этому лоскутку ее узнают и люди, и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе. Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей. Вот так. Кланяйтесь теперь и крякайте». Утята так и сделали. Но другие утки оглядывали их и громко говорили: «Ну вот еще, целая орава. Точно нас мало было. А один-то какой безобразный. Его уж мы не потерпим». И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею. «Оставьте его», — сказала утка-мать. «Он ведь вам ничего не сделал». «Это так, но он такой большой и странный», — отвечала забияка. «Ему надо задать хорошенькую трепку». «Славные у тебя детки», — сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. «Все очень милые, кроме одного. Этот не удался. Хорошо бы его переделать». «Никак нельзя, ваша милость», — ответила утка-мать. «Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже. Смею даже сказать, лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался». И она провела носиком по перышкам большого утенка. «Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу». «Остальные утята очень-очень милы», — сказала старая утка. «Ну, будьте же как дома. А найдете угриную головку, можете принести ее мне». Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все — и утки, и куры. «Он больно велик», — говорили все. А индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и пресердито залопотал. Гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать. Как быть? И надо же ему было уродиться таким безобразным.
каким-то посмешищем для всего птичьего двора. Так прошел первый день, затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку. Даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!» А мать прибавляла: «Глаза бы мои тебя не видали!» утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногой. Не выдержал утенок, перебежал двор и через изгородь. Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов. Они испугались меня. Такой я безобразный, подумал утенок и пустился на утек, сам не зная куда. Бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь. Утром утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища. «Ты кто такой?» — спросили они. А утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел. «Ты пребезобразный!» — сказали дикие утки. «Но нам до этого нет дела. Только не думай породниться с нами». Бедняжка, где уж ему было и думать об этом, лишь бы позволили ему посидеть в камышах да попить болотной водицы. 2 дня провел он в болоте. На 3-й день явились 2 диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо. «Слушай, дружище, — сказали они, — ты такой урод, что, право, нравишься нам. Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить. Ран-рап. Ты такой урод, что чего доброго будешь иметь у них большой успех». Раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми. Вода окрасилась кровью. Раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба, охотники отцепили болото со всех сторон. Некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки. Камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив, ни мертв от страха и только что хотел спрятать голову под крыло, как глядь. Перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила острые зубы и побежала дальше. «Слава Богу!» — перевел дух утенок. «Слава Богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня!» И он притаился в камышах. Над головой его то и дело пролетали дробинки, раздавались выстрелы. Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уж обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, оттого и держалась. Ветер так и подхватывал утенка. Приходилось упираться в землю хвостом. Ветер, однако, все крепчал. Что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво. Можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал. В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие коротенькие ножки. Ее и прозвали Коротконожкой.
Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку. Утром пришельцы заметили. Кот начал мурлыкать, а курица — клохтать. «Что там?» — спросила старушка. Осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дома. «Вот так находка», — сказала старушка. «Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да, увидим, испытаем». И утенка приняли на испытание. Но прошло недели 3, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожой — курица. И оба всегда говорили: «Мы и весь свет». они считали самих себя половиной всего света, притом лучшей его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела. «Умеешь ты нести яйца?» — спросила она утенка. «Нет». «Так и держи язык на привязи». А кот спросил: «Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?» «Нет». «Так не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди». И утенок сидел в углу, нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко. И ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Да что с тобой?» — спросила она. «Бездельничаешь? Вот тебе блажь в голову и лезет. Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет». «Ах, плавать по воде так приятно!» — сказал утенок. «А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой!» «Хорошо, наслаждение», — сказала курица. «Ты совсем рехнулся? Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю. Нравится ли ему плавать или нырять? О себе самой я уж не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки-хозяйки. Умнее ее нет никого на свете. По-твоему, и ей хочется плавать или нырять?» «Вы меня не понимаете», — сказал утенок. «Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет? Что ж ты хочешь, быть умнее кота и хозяйки? Не говоря уже обо мне, не дури. А благодари-ка лучше Создателя за все, что для тебя сделали. Тебя приютили, пригрели. Тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться. Но ты пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит. Уж поверь мне, я желаю тебе добра, потому и браню тебя. Так всегда узнаются истинные друзья. Старайся же нести яйца, или выучись мурлыкать, допускать искры». «Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят», — сказал утенок. «С катертью дорога», — отвечала курица. И утенок ушел. Он плавал и нырял. Но все животные по-прежнему презирали его за безобразие. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывал и кружил их. Наверху в небе стало так холодно, что тяжелые облака сеяли град и снег. А на изгороде сидел ворон и каркал от холода во все горло. Бррр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде. Плохо приходилось бедному утенку. Раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась целая стая чудных больших птиц. Утенок сроду не видал таких красавцев. Все они были белы, как снег, с длинными гибкими шеями. То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко
а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно. Вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте. Ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них. Он рад бы был и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный, безобразный утенок. А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем. Но с каждой ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел. Приостановился и весь обмерз. Рано утром мимо проходил крестьянин. Увидал примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели. Но вот дети вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком. Молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками. Утенок, между тем, влетел в катку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож? Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной. Утенок выбежал, кинулся в кусты прямо на свежевыпавший снег. И долго-долго лежал там, почти без чувств. Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки. Пришла весна. Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету. Душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо, как пахло весною! Вдруг из чащи тростника выплыли 3 чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. «Полечу-ка я к этим царственным птицам. Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный». Осмелился приблизиться к ним, но пусть. Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы, да терпеть холод и голод зимою. И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам-лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему. «Убейте меня!» — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти. Но что же увидал он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное изображение. Но он был уже не безобразною темно-серую птицей, а лебедем. Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий.
Он лучше мог оценить свое счастье и все окружавшее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладили клювами. В сад прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый меньшой из них закричал: «Новый, новый!» И все остальные подхватили, «Да, новый, новый!» хлопали в ладоши и приплясывали от радости. Потом побежали за отцом и матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех, такой молоденький, прелестный. И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не возгордился. Доброе сердце не знает гордости. Помню то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами. Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви. Солнышко светило так славно. И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенком?